Всем привет! Сегодняшний выпуск посвящен ремонту Apple II. Прислали мне плату Apple IIe, точнее Apple IIe. 82 год производства, у меня 84-го, то есть это даже более ранняя плата, на 2 года раньше была выпущена, чем у меня есть. Тоже американец, тоже на 110 вольт, прислали вместе с блоком питания. И HDMI видео такой вот, это мой, кстати, адаптер, который отправлял, вроде как что-то коротнуло по видео и перестал компьютер работать. Вот сейчас будем выяснять, что с ним произошло. Что я предлагаю? Я предлагаю для чистоты эксперимента сейчас не колхозить ничего с внешнего, просто взять мой Apple IIe и в него установить эту плату, что мы сейчас и сделаем. Так, ее плату убираем. Ну-ка посмотрим, сравним. Различаются даже цветом текстолита. Кондеры я тоже один только, по-моему, поменял. Вот этот вот, видно, я менял. Видимо, уже был не в параметрах. Здесь тоже ничего не менено. Но особо они как бы вот эти осевые, так скажем, с этими выводами по краям, конденсаторы очень-очень хорошо сохраняются. Так, у меня вот, видите, 84 год, а здесь 82 год. Давайте попробуем. Включаем. О, да, ребята. Бум. Похоже, что-то действительно вылетело конкретно. Так. Ну что ж. Тем оно и интересней. Да, похоже на ПЗУ, конечно, то, что на АЗУ, то, что погорело. Но сейчас будем выяснять. На экране у нас такие горизонтальные полосы. И то, что сообщил заказчик, который прислал эту плату с проблемами, то, что закоротило один адаптер HDMI, когда он подключал кабель, произошло КЗ. Далее, что он мне сообщил, то, что еще плюс у него блок питания вышел из строя, то есть он шумит, но это совершенно там уже другая какая-то история. Возможно, что даже не связано или с блоком питания, тут непонятно, что вызвало эту причину, но я начал разбираться последовательно. Сначала посмотрел наличие тактовых сигналов на процессоре, активность ношения адреса, данных. И так как подозрение было на слот, то, что было КЗ в слоте, я, естественно, проверил сразу шинные формирователи. Вот здесь их 3 штуки, которые как раз отвечают за взаимодействие со слотами, то есть они выполняют буферную функцию, и они первые при КЗ как раз и горят. С ними все окей. Дальше было подозрение, что что-то с процессором. Процессор я махнул с Apple II, который я собирал, реплику. Та же самая симптоматика, ничего не поменялось. И почему я не полез сразу в память? Он мне сказал, что он память поменял, как бы все окей. Поменял MMU. Это специализированный чип, так же как и IOU. Были заказаны Apple в 80-х годах. Фактически они заменяют огромную часть логики, которая, допустим, используется в Apple II оригинальной конструкции. Для экономии, для оптимизации производства все засунули в 2 чипа. Ну, частая, да, история. И они, конечно же, тоже они сейчас не производятся. Единственная замена – это найти где-то, содрать с такого же Apple II, там, сгоревшего, и воткнуть сюда. Но есть сейчас буквально полгода, даже меньше, появился проект, есть на GitHub, уже можно делать, я, кстати, этим займусь, замену полностью этих 2 микросхем на плиз. Там BGA пайка, там как бы не просто, но заменяют очень редкие 2 чипа. Так вот, когда вынимаешь, да, меняется картинка, просто белое поле. Было подозрение, что проблема с ним, поменял, все тоже со своей содрал, все окей. Думаю, нет, что-то не то, надо все-таки память проверить. Начал проверять память. Во-первых, я посмотрел, здесь установлено 4264, хотя по спецификациям, тем, которые есть, доступны даже сервисные мануалы, везде в этих годов, 82 год, стоит память такая же, как и у меня, 4164, то есть это наш RU5 фактически. Я начал проверять чипы, которые установлены, одна набитая.
оказалось полностью. И так как 4264, они все-таки, я попробовал поставить 4164, та, которая должна, по идее, стоять, один чип, но ситуация сильно не изменилась. Поэтому я просто взял и поменял. Это я просто уже сейчас вам показать картинку, конечно, и поставил обратно. Вместе с битой я все снимаю сейчас и ставлю проверенные 4164. Картина сразу поменяется. То есть здесь проблема все-таки не в слоте была, не в КЗ слота, а немножко что-то другое. Именно связано с памятью. Беда. Включаем, смотрим. Вот такая картинка в идеале, когда у нас не подключена клавиатура. То есть все бы должно было сейчас заработать, но проблема в том, что он не видит клавиатуру. То есть нету сброса, сигнала сброса, который приходит с клавиатуры. А здесь почему-то Ctrl Reset тоже нифига не реагирует клавиатура. Я попробую сейчас сбросить вручную. Процессор не стартует, нету сброса. Теперь осталось разобраться с этим. С памятью проблему решили. То есть поменяли. Проверил я, кстати, микросхему, отвечающую за завод-вывод, в том числе видео и работу всей периферии. С ней все хорошо. Далее просто после нескольких перезагрузок я смотрю, шахматка появляется. То есть не просто как символы, да, последовательность, а именно шахматка. То есть явно, что что-то с ПЗУ. Взял ПЗУ с более поздней модели, со своего Apple II, подкинул сюда, 84 год поставил, вот эти снял, которые стояли, и все, заработало. То есть битые ПЗУ. Интересно, как могло повлиять короткое замыкание на то, что побьется ПЗУ, непонятно. Но АЗУ понятно, да, может там что-то коротнуться. Очень, конечно, интересно. Но тем не менее, проблема в этом. То есть сейчас все загружается, все работает. Все хорошо. Клавиатура тоже работает. Найду дампы родных ПЗУ 2764 емкость. Но точно не могу сказать. Эти точно 2764 емкости. То есть на 8 килобайт. Пропаял тут разъем. Конструктив, конечно, неудачный. Не очень хороший конструктив в плане жесткости разъема HDMI. Он просто запаивается на 4 точки крепления. Но я пропаял еще дополнительно со всех сторон. Но когда используется жесткий кабель, вставляется, да, он можно его, конечно, вырвать и может КЗ произойти. Но такой конструктив здесь, конечно, на заклепках надо, на болтах делать для надежности. Ну вот так вот. Так что внимательно, если такие адаптеры будете использовать с HDMI портами, смотрите, чтобы кабель не выломал просто разъем. Кстати, надо быть внимательно. И посмотрим, может быть, и здесь что-то случилось с шинными формирователями тоже во время КЗ. Посмотрим, пока еще не разбирался с ним. Хозяин этой платы, он говорил, что у него почему-то не работали одновременно HDMI и контроллер дисков, флоппи дисков, диск 2. Очень странно у меня, потому что без проблем и на просто Apple 2 и на 2E все окей. Ну вот проверим заодно это тоже, что не так. Возможно, что и ПЗУ действительно нужно будет обновить. Но вот с ПЗУ версии 341.03.04А все хорошо. 341. Из ПЗУ оказалась одна битая. Так, сейчас стоит битая. Вот смотрите, то есть когда битая, это выглядит все вот так, да, то есть несколько раз, может, вот я как раз до этой шахматки добрался, понял, что да, тут явно ПЗУ. Так, и если я ее меняю, то есть это все, она бита, и причем я пытался их прочитать, это обычные 64, ну необычные, это EPROM, но я не смог даже на программаторе их просчитать, вроде подобрал правильные параметры, они на 64, 2764, нифига, ошибка по выводам выдает и все, то есть неправильная распиновка. Не понял я, в чем дело. Так, ладно, в общем, ее помечаем, что она битая и не читается. Так. Это у нас оригинал первый, с ней все хорошо. Та, которая CD-ROM, с ней все хорошо. А навернулась, я неправильно сказал, навернулась как раз EFROM. EFROM. Сейчас мы переставим.
Так, в общем, по ПЗУ. Получается так, что здесь прошивка одна из первых, и логотип при включении не Apple 2e, а просто Apple 2. Хотя командная строка далее и курсор соответствует Apple 2e и C. Ну, переговорив с хозяином этой платы, я ему сказал, что я могу обновить до более свежей прошивки, которая уже использовалась в последующих версиях. Я сейчас сначала проверю работу, точнее не работу, некорректную, так скажем, работу видеовыхода, видеокарты HDMI совместно с диск 2 контроллером и с дисководом. Или с эмулятором дисковода, тут уже не важно. И дальше поменяем ПЗУ на более свежее и также проверим, посмотрим, что-то изменится, не изменится. Ну, какие-то минимальные тесты проведем, в любом случае их надо провести. Загрузим диагностическое ПО, проверим, попробуем проверить. Так, вот я сделал видеозахват, теперь у нас отображается через HDMI, выход транслируется экран и на мониторчик, на Соньку, и плюс параллельно на видеозахват. Давайте попробуем что-нибудь прогрузить. Алло, дронер, вот, пожалуйста. Так что все будет работать. Сейчас, кстати, мы прогрузим прям дисковую утилиту. Я думаю, что будет нормально. То есть проблема именно что-то коротнуло действительно на плате через разъем. И поэтому вышибает он, не работает она. Ну окей. Это я потом разберусь с ней отдельно. Давайте окончательно сделаем проверку и прогоним тесты этой машинки. Еще какая проблема была озвучена с заказчиком, то что у него не работала одновременно видеокарта HDMI, вот эта вот карточка, и одновременно диск 2, то есть в общем не читал, то есть не работали, они были несовместимы. Окей, я сейчас эту конфигурацию повторил. И давайте проверим, посмотрим. Включаем. Сейчас должна начать грузиться утилита диагностики 2E. Так, загрузка пошла. Сейчас я экранчик переключу, чтобы вы видели. Да, все нормально. Ага, он ругнулся, то, что не установлена карта расширения, не установлена плата дополнительной памяти и 80 колонок формирования видеорежима. Давайте установим ее. В комплекте ее не было, но я возьму сейчас пока свою плату со своего Apple 2e. Пробуем еще раз тесты прогнать все. Apple, пошла загрузка. Переключу сейчас. И сейчас должна утилита грузиться. Ага. Угу. Так, сейчас давайте выберем. Так. Ну окей, давайте все диагностические. Погнали. Заодно все проверим. Пошел тест памяти. Все прекрасно работает, две карты, проблем нет. Так, CPU тест, interrupt. Да, даже расширенные карты конфигурации 80 колонок и память дополнительно тоже тестируется. Ну, клево. Так, сейчас свет приглашу. Вот так вот сделаем. Пошел тест диска самого. Теперь спикер тест. Все хорошо. Нажимаем пробел. Color. Отлично, все прекрасно. Хорошо. Так, 80 колонок, 40. Графический тест.
Так, двойное разрешение. Теперь keyboard тест. Кстати, две кнопки у меня не работают на клавиатуре. Это L и так, сейчас. L и P. Да. Вот LP не работают. Остальные вроде бы... Escape, кстати, тоже не работает. Надо мне со своей клавиатурой тоже поразбираться. Она была немножко, да, подуставшая. Delete работает. Сейчас все пробежимся. Ну ладно, и по-моему у меня Ctrl-C не работает тоже. Я не могу выйти. Да, видите, я не могу выйти. Одновременно нажимаю Ctrl-C, а нифига эффекта нет. Эффекта нет. Такая вот беда. Надо мне позаниматься клавишами, непосредственно свечами. Проверить все свечи. Ну только последний это джойстик получается. Ну окей. Проверить я его не смогу, мне его просто нет. Ладно, в общем, все проверили, все работает. Клавиатуру я полностью... Ну, у меня клавиатура здесь битая. Я надеюсь, что у заказчика с клавиатурой все хорошо. Так, еще что он меня попросил, точнее, я с ним обговорил, это обновить ПЗУ. Залить прошивки более свежие. Более последнюю, так скажем, версии ПЗУ для Apple IIe. Так, вот эта ПЗУха здесь дохлая. Тоже все отправлю вместе с памятью. Память не пришлось всю, естественно, снять, потому что она различается с... Здесь стояла по умолчанию 4264. Такой, во-первых, в наличии у меня нет. Во-вторых, по спецификациям 4164 стоит. У меня на более поздней плате 4164 стоит. И я поставил здесь, у меня была в наличии только 4164. Соответственно, я ее поставил, но она, естественно, не будет совместима с 4264. Поэтому я ему отправляю вместе с битой микросхемы все 8 штук тоже АЗУ обратно. Здесь установлено новое. ПЗУ. Так, отправлю старую, а новую сейчас зашью и установлю сразу новую. Еще с новой проверим, протестируем. И я думаю, что тоже будет все хорошо. ПЗУ уже с обновленными прошивками 1984 года. 341.03.04 и 341.03.03. Более свежие прошивки, поддержка там дополнительных символов была введена. Что-то еще я точно не помню, но это можно погуглить, почитать. В любом случае более стабильно и можно процессор поменять на чуть-чуть более производительный, точнее с расширенным набором команд, которые с C, буковкой C. Здесь вот установлен 6502, а есть еще 65C02. Так, окей, включаем и сразу переключаю, чтобы на экран к вам тоже пошло. Apple IIe уже сразу освечивается, а не просто Apple II. Пошла загрузка с дисковода, работает также у нас HDMI. Как видите, работает и HDMI, все хорошо. Установлено, как раз мы и выводим сейчас, захват делаю с нее. Enter и погнали выполнять тесты. Уже с обновленным ПЗУ. Еще что по этой машинке нужно будет сделать, это разобраться с ее блоком питания. Уже на 110 вольт. Тайвань у меня. Мне, наверное, тоже какой-нибудь азиатский. Так. Теперь осталось только с блоком питания разобраться. И еще что хочу сказать. Я уж не помню, я все кусочками записываю, потом все склеиваю. Говорил я, не говорил. По-моему, говорил, что вот если кто-то адаптеры вот такие будет заказывать у меня, обращайте внимание, я здесь стараюсь пропаивать, конечно, хорошо. Не ломайте сильно. То есть, смотрите, у меня очень гибкий такой силиконовый, резиновый HDMI вот класс. А когда жесткий такой дубовый, он как рычаг начинает выламывать просто разъем. А конструктив сделан так, что, то только на 4 буквально точках пайки крепится, а контакты, естественно, мы не считаем за крепление.
То есть можно элементарно вывернуть, обращайте внимание, и может, чтобы КЗ не произошло. Так, в общем, все работает. Поедет обратно этот контроллер. Осталось разобраться с блоком питания. Жалобы были такие, что издает какие-то посторонние щелкающие звуки и не выдает нужные напряжения. Смотрите, значит, вот все вот эти блоки питания, импульсные старые, им обязательно нужна нагрузка, обязательно. Иначе схема просто не стартует, не запускается схема, и напряжения там могут колебаться, плавать там от 12 там, до 0 практически, вот так прыгать. То есть нужна нагрузка. Разъем здесь крайне нестандартный. Здесь вот только на Apple 2 тут такой в мудреной конфигурации. Просто взял шлейфик, чтобы подцепить нагрузку, а нагрузка у нас будет старый жесткий диск, кстати, с Apple на 20 мегабайт, но он уже мертвый. 12,5 вольт, больше нам и не надо, чтобы запустить и блок питания, и проверить его. И смотрите, я вам сейчас просто продемонстрирую, я надеюсь, вы сейчас услышите, о чем я говорю. Вот я отключил нагрузку. При включении, слушайте. Слышите, да? Если сейчас померить напряжение, они будут не соответствовать действительности, то есть будет скакать. Это все потому, что схема не запускается, нужна нагрузка. Если я сейчас подцепляю вот старый вот этот жесткий диск и его включаю, диск завелся, зашуршал. И давайте померяем напряжение. Плюс 5 четко. 12, ну 11,6 тоже норм для 12-вольтовой линии. То есть все хорошо с блоком питания. Причем я что хотел еще сказать, я еще открыл его специально, думал, посмотрю что-то с конденсаторами. Он как будто только что я не знаю, с завода. Прям, ну просто все абсолютно девственно чистый, вот новенький, как новенький. Даже рифы не потрескавшиеся совершенно. Думал, поменять их. Нет, не надо менять. Абсолютно оригинальный, как новенький блок питания. Тайвань, но тем не менее, это Aztec, самый распространенный, который с Apple 2. Блоки питания и не только с Apple 2 поставлялись. Очень классный блок питания. Эта нагрузка нам еще пригодится. Специально для этого блока питания собрал, чтобы вам показать и самому замерить напряжение. Потому что не будешь же подключать непонятно в каком состоянии блок питания к плате. Она просто может сгореть и все. Давайте мы сейчас еще его соберу. Подключим к плате, еще раз запустим все, чтобы убедиться, что с блоком питания тоже все стартует и все хорошо. И после этого я завершу видео и с вами попрощаюсь. Да, еще что хотел сказать. Смотрите, дата производства. 84 год, 33 недели. Сама плата 82 года производства, а блок питания 84 года. Скорее всего, его уже меняли просто. Поэтому он так и выглядит идеально. Скорее всего, поменяли и на этом все. Выглядит просто идеально. Так, готово. Все, подключаю к плате и запускаю. Так, все, загрузка пошла. Ну все, сейчас просто тесты запускаются, они не запустятся, потому что у нас не хватает карты расширения для 80-колоночного режима. Так, сейчас попробуем игрушку загрузить. Посмотрим. Ага.
Не знаю тоже, как играть в него. Интересно. Короче, как-то тут лазить можно. Не знаю, я в игрушках вообще профан. Мне больше интересно что-то поковырять, настроить, отремонтировать. Вот это вот мое. В игры как-то я давно уже не играл. Хотя надо бы, наверное, заняться, да хочется, но времени, к сожалению, на игры, на ремонты, то есть на что-то вот любимое не хватает. А уж на игры тем более. Так, окей. В общем, все по этой машине. Все с ней хорошо, она будет жить дальше. Я думаю, радовать своего владельца. С платами тоже все хорошо. Работают они в паре, то есть HDMI и диск. Именно те, которые я предлагаю, они работают нормально, как бы и с ней тоже никаких проблем. ПЗУ я обновил прошивку, мониторы и бейсика встроенную. Видео RAM не надо обновлять. Keyboard, клавиатурная тоже, естественно, не надо. Так что все, по этой машине все. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что посмотрели этот ремонт. Оставайтесь на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, я буду вам очень признателен. Присылайте на ремонт технику свою. Спасибо, всем пока.